Свет. Оттуда ветер хороший, до 20 метров порывами в секунду. Это там говорили. Ну, новости. По радио, по телевидению. По телевидению много что говорят. Интересно. Вот Евроньюз. Смотрите больше Евроньюз. Россия старается так. Ну ладно. Ну там пляски, концерты, хохмочки. Это отвлекает. А информацию, знаете, доверяй да проверяй. Можно сравнивать. Но с тем же Евроньюз. Евроньюз. Я когда вот тут был в гостях, смотрю, она смотрит все время Россию, Россию, Россию. В скайпе у нас один раз в году какой-нибудь произойдет, позвонит, а мы с Сильвой. Сильва — это ее собака. Мы идем гулять. Ты не хочешь с нами прогуляться? Ну вот. Бывает, редко очень. Ну вот я в скайпе думаю, ну как тебе скидывать какие-нибудь такие новости? Ну, из политики. Не-не-не, политику я не хочу. Последний раз я скинул Львов, или как его там фамилия, анализ. Он, по-моему, аналитический взгляд, ну, в общем, на ситуацию политическую, хозяйственную и прочее. Нет, не Львов, как-то по-другому, но на Л, по-моему. Ну, хочешь? Молчит. Ладно, скинул и как хочешь. Сегодня я утром вошел, был звонок, вам звонили. А сейчас же, знаете, скайп, ну, для стариков, для старух это печатать это проблема. Там же тычет одним пальцем, ну что там напишешь, правда? Я-то привык уже, ого-го, сколько лет, и на машинке, у меня машинка была суперамериканская, стандарт. Маленькая, портфель заложил и пошел. Это дядя Толя мне привез, подарил. А дядя Толя это моей жены дядя по маме. Ну там, конечно, Дальний Восток, это их там вотчина, это их там и рождение, и жизнь, и все, и психология такое свободолюбивая. Да, и он, значит, во время войны сидел в центре Сибири, их было 7 человек. Так, где-то там в глуши, потерянные, затерянные, им привозили ням-ням, тогда вертолетов не было, сбрасывали им просто с самолета. И там сидел, и пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Он был снайпер номер 1. Их было 7 по СССР. И вот когда вот эти мустанги, знаменитые американские самолеты, перегоняли из Америки в Аляску, а с Аляски уже через всю Сибирь на фронт. Вот они, маяки, сидели. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Самолет вот на это ти-ти-ти ориентировался. И так он через всю Сибирь летел. Ну, где-то, может, приземлялся, топливо надо, истребители, они же не для дальнего полета, они для боя, для кувыркания. Это истребитель, он истребляет там, где он летает. А бомбовоз тот везет, 1000 километров может везти. Да, и вот эти, ну, там ланкастеры были. Потом, да, этот вот мустанги знаменитые. Ну вот, знаете, советская пропаганда. Наши только лавочники были, вот Лавочкин самолет, потом были еще. Хорошие были советские самолеты. Это летающий танк. Он так, знаете, на бреющем полете и по танкам лупил. Не помню, как он, Ил какой-то. Ну, такой, знаете, хвост не такой был, а 2 таких вот. И он для воздушного боя не пригоден был. Но вот, хорошо,
себя зарекомендовал. А истребки в воздухе это были вот в основном, да. Ну, я к чему это? А к тому, что политпросвещение для молодежи. Тут же ведь сидит молодежь в основном. Да, так что, знаете, Студебекер это понятно, Катюши на них стояли. Ну, и были пятитонки тоже вот эти, или как и, да, двухосные, но они в грязи застревали, у них задние были ведущие, а у американцев трехосные вот эти были Студебекеры. И все три тащили, но там, знаете, по пересеченке, не очень-то. Ну вот когда Катюш там в ряд выстраивали, начинали пулять, как сейчас пуляют там, в Восточной Украине. Ю-ю-ю-ю-ю-ю! В мирное время. Ю-ю-ю! Нет, это украинцы, это они там между собой. Ой, а где же они это ю-ю взяли? Причем в украинскую сторону летят. Да ладно, вам это не показывают, вам это не положено. Вам бы выжить. Ну да. Так вот этот вот обозреватель Львов, не помню, он долго-долго, час примерно, анализ проводит. Он показывает все схемы, подъемы, графики, спады. И сейчас вот он все показывает, все спад. Ну, не знаю, доколе терпеть будете все это. Знаете, вот интересно, народ, вокруг него сволочи, но сам он святой. Ну, вот так по-российски, вот наш хан, это главный, а остальное там варьё и прочее. Вот, ну, точно, до сих пор в психологии. Вот он говорит, почему рейтинг такой высокий, я спрашиваю у него. Ну, традиция, наверное, такая уже, знаете, тысячелетия, вот так вот. Еще до зарождения российской этой вот государственности. Ну, там, наверху, хан какой-то. Да. А в Европе, Евроньюз показывает, знаете, в Румынии, они же как там отменили что-то, да? Мы хотим видеть результат вашего заявления. Отменили, вот посмотрим теперь. И опять выходит. Сегодня показали море народу. Все, мы убирай, не хотим. Там говорят, ну оно же всего-то месяц-два, это правительство, оно же новое. Не хотим, давай другое. Вот. Но это, конечно, демократия. Ну, это Европа. Хочешь, не хочешь. И Румыния тоже Европа. И там народ что-то стоит. В России ничего не стоит. Это соображаловка. В России не думают. Вот каждый за себя там достать бы морковочку там и то все выжить бы. Хорошо, если бы еще старенький фордик там. Что еще мне надо? Вот именно. Понимаете? Не знаю. Может Россия стать демократической? У нас особая демократия. Да какая же она у вас демократия, коль народ ничего не решает? На выборах выбирать не умеют и не хотят, просто так вот. Ну, там есть правящие эти, и ладно, вот и вся психология. Ну, конечно, Зюганов там путается в ногах. Но его Путин специально приготовил. Вот вам Зюганов, вот вам клоун Жириновский. Ну, видите, демократия, что еще вам надо? А кто имеет свое мнение, тот плохо кончает. И Политковская, Борис Немцов, и тоже Литвиненко в Лондоне, и все. Вот кто что-то может сказать поперек генеральной линии. Это как в Советском Союзе. Генеральная линия. Ой, забавное вообще это царство. Я это царство поглядел. Это начальник, это все. Вот у нас в фигурном катании был Писеев. Вот самый главный начальник. Кто еще там с ним рядом?
Ну, были там Кабанов, Кананейкин, ну, Кананейкин тот больше как судья, потом как комментатор был. Ну, там все решали. Если судей приглашали судить, то только послушных. Вот те приезжали, ну, допустим, он там инженер, ну, сидит, скучает. Что он решал в советское время? Носу ковыряли. 110, 120 имел, и все, и цыцы, молчи. И поплавок здесь у него. Ну, вот это, высшее образование, так сказать. Ну, спецы в основном были. Это спецы были. Они не были с высшим образованием. Высшее — это когда у человека раскованные мозги. Когда он летает высоко. Когда он не подкованный и не зашоренный, а когда он «я». Знаете? А тут он не «я», нет. Это ну, спец в узкой области. Ну, может, там по электронике, да и электроники не было тогда. Ну, может, там по механике, или там что-то они ковыряют, там где-то добывают железо, или плавильный какой-нибудь там этот цех, вот. Ну, вот, спецы. А думать, а для чего партия наш рулевой? Да, это ирония, но она... Я когда вот так ездил, и фигурное катание то же самое. Приглашали судей, и вот направление, значит, вот. Мы решили вот так, слушаемся. Мнение судьи мало что значило. Ну, катались, но они уже знали, это так, 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 вот так и так. То есть заранее. Вот Протопопова надо засудить. Понятно, да? Вот тогда как раз Жук вырастил, вот была вот это парное катание. До Зайцева был, не помню, как его фамилия была. И это вот малышка рядышком. Это он подготовил, конечно. Ну вот, все, Надежда, новый что-то. Надоел нам Протопопов, засудить его. Но тот раз, конечно, Протопоповы катались лучше. И сидели мы с ним в ресторане, обсуждали. Он буквально плакал, вот на плече у меня. Ну что это за жизнь? И после этого он сбежал. Он же был приглашаемый и королевой английской, и всюду. О, как же имя! Ну и он остался, он в Швейцарии остался, а потом даже не знаю, где он сейчас. И там балет на льду организовал, и все. И вот недавно получил ролик. Ему 83. Он на год старше меня. А мне вот-вот, на днях, уже тоже будет 3. Катается, молодец. Катается со своей этой Жинкой, молодец. Людмила. Я хорошо ее знал. Я должен был с ней пару катать, но нет, мне пары не нравились. Орлов тащил меня все в Питер, ну, Ленинград тогда. Бросай ты это одиночное, приезжай, будет пара и прочее там. А Васильев, он был гостренер в Москве. Вот если ты пойдешь на пару к этому самому, да, туда, в Питер, а Питер и Москва между собой не терпели друг друга до сих пор. Я тебе красо не дам. А красо это были чехословацкие коньки. Ой, мы мечтали. У нас были ГПЗ, ну, государственный подшипниковый завод, а мы говорим, говёный подшипниковый завод. Такие коньки делали. Знаете, сталь была хорошая. Но лекало там надо было полностью на станке все переделывать. Мы под зарубежные эти коньки делали, доставали лекало и перетачивали все по новой. Но у него вот эта платформа, ну вот к ботинку, что прикручивается, вот эта часть, она была из мягкого металла. И вот когда я со своим весом выдавал прыжки свои,
ну, не выдержала. Подо мной конек однажды пополам переломился. А вообще вот эта стойка, она мягкая металл, и туда вклепана вот эта нижняя часть, ну, лезвие. И лезвие начинало так вот бэмш-бэмш болтаться. Ну, никак. Нет, чтобы из общего куска там стали сделать вместе с этой подметкой. А красо так было. И вот я тебе красо не дам. Да черт с тобой, давай. Красо давай, я одиночник. Все, и никаких пар не хочу. Да, было такое. Васильев чемпион Союза. Ярлов был чемпион СССР. И я даже с ними соревновался. Это был юбилей какой-то. По-моему, юбилей. Да, вот Васильева как раз. В Ленинграде на стадионе «Динамо». Солнечно, весна, огромные катки, здорово мы катались, они тоже участвовали. Но Васильев проигрывал. Я помню, он к Перепелицыну приставал, а это из Риги фигурист. Слушай, а что, проиграть ты мне все-таки должен. Ты не напрягайся, но мне будет неловко, понимаешь, мой юбилей последним оказаться. Мне потом этот Перепелицын рассказывал, Володя, по-моему, Перепелицын, да, рассказывал, как этот подошел ко мне, и вот, ну, в конце концов, вот все равно, не. И Васильев тогда был, по-моему, последнее соревнование. Ой, это как далеко, как вспоминаешь, как немало, в общем-то, прожил. Потом, конечно, начались эти уже значительно позднее судейства. Потом международные стали приезжать в СССР. Особенно киевские каштаны все любили. В Киеве. Приезжали там и чехи приезжали, поляки приезжали. Ну, тоже соцстран, нет. За рубежом капиталисты, эти гады, нет, этих не пущать. Они наверняка с разведкой, они наверняка ЦРУ будут слушать. Вот что сейчас вам на уши там лапшу вешают. Да, ну интересно. Денег не жалели, показуха. Ну и там на корабле нас катали по Днепру, на острова, по островам бегали, девкам там хвосты крутили. Вообще неплохо, и причем коку из какого-то ресторана на кораблик на этот, ну, знаете, вот эти речные кораблики, красивые такие, белые. И поплыли. По-моему, мы вверх по течению плыли. Ну вот, это киевские каштаны, снова цветут каштаны. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, да. Этот вальс написали специально для нас, с Катковской и для Захарова. Он чемпион Союза был. Были мы в киевском балете на льду. Май Борода приходил к нам и писал музыку для балета на льду. И вот этим вальсом мы открывали, ну, вечер. Народа сидела. Причем все сидели в этих нейлоновых рубашках. Тогда мода была на нейлоновые. А Запад поняли, что это очень вредно, мешками прямо продавали. А тут все уже были в нейлоновых. И когда там сверху вот этот, ну, какие-то лучи особые падали на лед, этот рисунок на катке, ну, знаете, это украинские рисунки, цветы. Все горело, здорово. Хрущев не случайно сказал, что киевский балет на льду был лучше московского, а в Москве тогда еще и цирк на льду был. Да, денег не пожалели, и там, конечно, и репетиторы, и все вместе, там, конечно, было по-хозяйски. Ну вот, и когда это светилось, оказывается, вот эти рубашки на эту публику,
Это тоже действовало. И тогда, знаете, Белое море, все в рубашках сидели. Кто не был в рубашке, там черное пятно было. Это так забавно все это было. Потом, да, те рубашки, знаете, с себя стягивал, так искры сыпались, треск стоял, волосы дыбом становились. Ну, он, значит, не знаю, тело плюс, а это минус. И получалось, что это батарея заряженная. И потом от них все отказались тоже. Конечно, хлопчатобумажная, там все что угодно, но синтетика на себе, она, нет, она провоцирует нехорошие вещи. Вот в школе, помните, там был такой круг пластмассовый, его крутили, а стеклянная палочка там была, ее так вот кожей такой электролизовал, вот так, натер, а потом, представляешь, блин, искры, чах-чах-чах летали. Ну вот, это тоже как вот снимаешь с себя эту рубаху, так вот искры сыпались. Искр не видел, но треск стоял. Ой, да, давно это было, а все-таки интересно, много чего было. Но, конечно, все, партия наша улевой всюду. Вот этого засудить будет сделано. Судьи пригласили, а эти все, это свои. Так, они послушные. Знаете, один я был непослушный. Меня и терпели, и не терпели. А терпели, потому что фигуристы меня всегда очень ценили, мое мнение, и тогда мы школу катали. Вот покажите, пожалуйста, вот за что вы мне поставили вот столько. А эти там они, это Пищеевское братья. Поэтому вызывали. Но когда какие-то тайные совещания, меня близко не подпускали. Однажды в каком-то там, не помню, это интурист был. Да, мы там, то есть сбор, то есть, не помню точно. Ну и вдруг мне говорят, слушай, знаешь, что приходи, номер такой-то вечером. А что такое? Да так, поговорить надо. Ну ладно, прихожу, смотрю, а это, значит, Писеевский номер был. Большой. Там спальня, здесь, в общем, там 2-3 комнаты наверняка были. Номер такой. Ну и стол стоит шикарно, так, знаете, оформлен. Ну, конечно, там из ресторана приходили, все оформили. Ну, там, по-моему, кто-то был еще, Кананехин, был еще этот Кабанов. Кто-то еще, я уж не помню эти фамилии, это ж так давно было. Но Писеева фамилия я не забуду. Ну и начали о том, а все, ну потом я быстренько понял, они хотят меня сделать таким подручным в Таллине. Ну как вот здесь был Вайно, вот этот вот, первый секретарь. Он на двигатель, на завод двигатель Димачка работал, и имел только 3 допуска. Этот первый секретарь, князь местный. А у мальчика было 7 допусков, она по информации работала. Да, ну, видимо, войти туда, через проходную, может быть, какой-нибудь цех по выбору, и, наверное, еще в туалет сбегать. Вот вам и Эстония. Как же, половина Эстонии уже была русскоязычная. То есть 40% уже было русских. А тут как-то, да, Горбачев тогда, помню, выступал, что в Эстонии 40%. Ему сказали, что, мол, вообще всегда было. А ему там поправочку спустили, что до советской власти 4% было. И то те, которые знали эстонский, которые там родились и которые любили Эстонию, не как оккупанты, а как свои люди, да. Ну, так же, как свои, в общем-то, и в Америке там все приезжие. Это Трамп сейчас, этого дать, этого не дать, этого пущать, этого не... И все отнимает у него эту власть. И вообще, скоро его вообще не будет. На этом все и может закончиться. Да, ну вот и мои воспоминания тоже заканчиваются. Я вам сейчас покажу солнышко.
Даже, пожалуй, плюс сейчас где-то так, 1-2 есть. Но ветер довольно такой настырный с той стороны. А там я не остался, ну, съездил, посмотрел, там тень, а здесь-то тени нет, солнышко-то, вот она. Тянет солнышко, а уже и светлее, уже и теплее, и скоро март. Ну и все. Тогда начнется жизнь, ну, без этого. Я это одеваю, чтобы Митькин, ну, двигатель не гонять для тепла. Так вот. Когда долго сидишь, занимаешься, то остываешь так или иначе. А сейчас солнышко тут хорошо. Вот, смотрите. Вот это я не знаю, что это такое тут. Какая-то пластмассовая блямбочка. Ну вот, видите, смотрите, видите как? Видите? Колеблется все. Снег белый. А на дорогах, и там, где он не белый, там он тает вовсю. А белый он отражает ведь лучи. Вон как колеблется все, вон как все колеблется. Вон как все. Но тут в сторону солнышка будет полоса. Да, маленькие воспоминания. Думайте, ох, ну вот, румыны, вот, свободолюбивый народ. Молодцы. Вся Европа такая. Пока.